Итак, ребята, всем привет! Хроники Бомжары с вами на связи. И сегодня я вам записываю это видео для того, чтобы рассказать все-таки, что произошло с моим бизнесом, с ютубом, с моим каналом, вернее, с двумя моими каналами за месяц. Вообще, сработало ли покровительство на Патреоне? Прибавилось ли количество подписчиков, прибавилось количество кэша в деньгах и вообще повлияло ли мои действия на улучшение моего канала. Так, насколько вы знаете, я месяц назад настроил покровительство на Патреоне, то есть простыми словами о том, что любой человек может оформить, внести небольшую копеечку и оформить платную подписку, ранний доступ ко всем моим видео, то есть смотреть видео без рекламы и так далее и тому подобное. И как вы считаете, сработало ли это? Из 8 тысяч подписчиков сколько процентов вообще подключились к Патреону? И оказалось всего лишь навсего 2 человека, приколите, за месяц. Из 8 тысяч человек всего лишь 2 человека оплатили подписку на месяц, что принесло моему каналу всего лишь навсего $5, которые, я не знаю, когда я их увижу, но факт остается фактом, что люди очень неохотно покупают платный контент. Но это всего лишь первый месяц. Я уже наснимал все больше и больше видео, то есть и будем работать над улучшением, именно над еще большим привлечением в Патреоне. Почему покровительство на Патреоне настолько важная и нужная для меня вещь? Потому что когда ты блогер с 8 тысячами подписчиков, это практически ничто вообще, в принципе. Выжить вообще в такой ситуации и снимать какой-то более-менее нормальный контент, улучшать видеоаппаратуру, улучшать там возможность компьютера и так далее практически невозможно. И поэтому мне обязательно нужно собрать какое-то количество, хотя бы может быть 0,5% из всей моей аудитории, который ежемесячно будет жертвовать, просто жертвовать небольшую копеечку, что даст достаточно неплохую зарплату, в принципе, возможность отказаться от конченного такси и возможность реально работать и зарабатывать деньги на ютубе. В общем, та аудитория, которая хочет мне помочь, она может не просто это сделать, там, закинув донат какой-нибудь. Вы можете просто подписаться на 1 месяц, попробовать ранние подписки, стать премиум клиентом, получать все плюшечки, которые есть. Видео выходит чаще, вы получаете видео первым, смотрите, вы сможете его там и первым комментировать, общаться со мной лично, получать максимум эксклюзивной информации. Это все, я очень обожаю своих премиум зрителей, то есть и готов для них выкладываться на всю. Ну а тем людям, которые по какой-то причине, то есть не могут купить, у них, может быть, нету денег, не расстраивайтесь, вы увидите те же самые видео, но просто 2-3 неделями позже. Если тебе действительно нравится мой контент, помоги мне, и я буду готов выложиться, я буду хотя бы понимать, для кого я выкладываюсь. Дальше еще в этом месяце я вложил $200 в апгрейд моего компа, что, конечно, не дало мне возможность, как я и планировал, монтировать видео в 4К. К сожалению, даже этот компьютер не тянет 4К, но зато он тянет второй Half-Life на максималках. То есть все деньги, которые у меня были где-то припрятаны, мне пришлось вложить в развитие. Даже, в принципе, не получая никакой отдачи, я все равно вкладываюсь, я все равно понимаю, что нужно штативы покупать, всякие камеры и тому подобное, поэтому вот такая вот изначально. Если ты хочешь, чтобы у тебя был классный и качественный продукт, если ты хочешь реально радовать людей, необходимо вкладываться. Правильно, один человек мне сказал, прежде всего нужно думать не о доходе, а о качественном контенте и вкладываться прежде всего в него. Если люди видят качественный контент, я думаю, что они заинтересуются и обязательно примкнут к моему каналу. Вот такая вот моя позиция, поэтому я готов вкладывать деньги в развитие канала, изначально не имея нормальной подушки, даже, можно сказать, финансовой безопасности. Почему мой канал уникальный? Почему та информация, которую я вам даю, она очень уникальна? Потому что зачастую вы смотрите блогеров, которые уже достигли там 100 тысяч подписчиков, там 200, 500, миллион. И понятно, что этим людям есть за что есть, этим людям есть на что снимать, у них есть оператор, у них есть хорошее качество, у них есть все. У него уже все, в принципе, так сказать, в шоколаде. А я же, в принципе, такой же чувак, как и вы. Я поднимаюсь с колен. Уже какой год, елки-палки. Но я вам показываю все трудности, с которыми я сталкиваюсь, и с какими бы вы столкнулись, если бы вы начали, к примеру, там, свой блогинг на ютубе и так далее и тому подобное. Я вам показываю, рассказываю, что работает, что не работает. Это уникальная история. Именно увидеть всю подноготную, то есть без каких-то конфетно-букетных там сюжетов и так далее. Короче, я вложил $200 в компьютер, и надеюсь, это даст мне возможность для вас выпускать как можно чаще ролики, делая их более качественным, как минимум не тратить по неделям
на монтаж, делать это за день, качественно, быстро и освобождать мое время для новых интересных сюжетов. Опять же, все ради вас, друзья. Ну и, конечно же, друзья, поговорим о деньгах. Как вы помните, подними меня любой ночью, и я скажу, сколько я зарабатываю. И да, действительно, доход моего канала не изменился абсолютно. Единственное, что меняется, это количество подписчиков. То есть они увеличиваются. Да, но доход и просмотры не растут. Это уникальный случай. Я просто с этого ору, просто офигею, как вообще такое может происходить. Какой бы контент ты ни снимал, все равно происходит так, что у тебя ни хера не растет. Это еще больше задоривает, ребят. Сейчас посмотрим, чем нас порадует двухзвездочный отель. Ой, блядь, я чуть не наебнулся. Ну, сейчас сниму вам обзор, пока все не засрали, короче, тут. Смотрите, телек, холодильник, чай. Вот такой вид. Там Тверская, самый центр, считайте, метро Маяковская. Вот. Ну, все очень чинно, прилично. Все очень так экологично, я бы сказал. Даже включаем свет. Свет есть, клопы. Сейчас проверим клопов. О, тараканчики все разбежались. Все, туалет. Вот видишь, будешь сидеть под открытым небом. Короче, оказалось, что наша халупа находится в доме 1750 года. Приколите. С палатами. И вот в этом доме, короче, мы живем на чердаке. Это очень прикольно. Это очень прикольный опыт, я вам хочу сказать. Какое-то имение реальное, которое было национализировано в 19 году. Представляете, тут какой-то помещик жил, елки-палки. Отель 2 звезды, цена 52 евро в сутки. Ну а что вы хотели, это Москва, Старопименовский переулок. В общем, из платных удобств тут тапочки по 120 рублей и карта Москвы по 100 рублей. На самом деле завтраки хорошие, сытные, 400 рублей. Обеды можно в номер, короче, от проститутки до ужина приглашать в номер. Все нормально, что еще нужно в Москве, если ты приехал, тебе хочется просто нормально отдохнуть с дороги, плюс погулять, вот прямо в центр выходишь и все достопримечательности. Музей ГУЛАГа, музей котов, зоопарки, все, что хочешь. И тогда вы, наверное, зададитесь очевидным вопросом: Олесь, если у тебя ни хера нету денег, то каким вообще образом ты оказался, сука, в Москве, блядь, на целую неделю законного отдыха? В этот момент, когда мне нужно было уезжать, у меня было каких-то $50, которые я мог бы взять с собой, чтобы сходить куда-то там, не знаю, в зоопарк или в музей котов и так далее. Но в этот же момент, в самый, так сказать, нужный момент, ко мне приехал двигатель на Мерседес, и мне пришлось выложить 50 и плюс еще одолжить $100 для того, чтобы забрать этот двигатель, чуваки. Поэтому в эту поездку я вышел в минус, понимаете, без денег в Москву. И почему же я все-таки приехал? Я продал гитару, продал я ее не за $250, как она стоит, а выставив самую минимальную цену, кому-то очень повезло, я ее продал на $70 дешевле, за 180, практически новую неигранную гитару. У меня появились деньги, и нормальный человек вложил бы их, я бы с удовольствием купил бы себе штатив какой-нибудь или еще больше улучшил компьютер, но мне придется эти деньги проесть. По какой причине? Да очень простой. Я просто, помните, месяц назад запланировал, что я поеду в Москву, и я для себя этот вопрос закрыл. Добился этой цели и показал вам, что это действительно возможно, потому что еще вчера у меня было 0 в кармане. 0 вообще, блин, за что было ехать? А сейчас я еду за счет гитары. Надеюсь, чувак, который ее купил по самой, наверное, выгодной цене, надеюсь, она будет для тебя счастливой, и ты действительно добьешься успеха в своих музыкальных начинаниях. И, в общем, ребята, вот такой вот блог получился простой. И я его записал для того, чтобы просто ежемесячно показывать, как я и обещал вам, показывать вообще, что происходит с моей жизнью, что происходит с блогингом, куда я двигаюсь, есть ли какие-то движения, есть ли какие-то подвижки и так далее. И поэтому, ну, что я вам могу предложить? Подписывайтесь, и чтобы не пропустить, может быть, на ваших глазах один человек, такой как я, картавый и с бородой, станет еще чуточку счастливее. Может быть, кому-то я дам какой-то толчок для того, чтобы он смог заработать, к примеру, на такую красавицу.
Так что пока что я в Москве буду целую неделю, буду ходить. Если немножко о Москве, конечно, не зря есть такое выражение «увидеть Москву и умереть», потому что город действительно большой, поражает своими масштабами, поражает своим драйвом, поражает своими ценами и количеством майбахов на душу населения. Я просто этот город, я его воспринимаю немножко не так, как обыкновенный турист. Если бы вы приехали сюда первый раз, вы бы такие: вау, обалдеть, как тут всего много, это как тут красиво. Но на самом-то деле нет ничего удивительного. С того момента, когда столица перестал быть Петроград и пришла советская власть, все деньги вбухивались прежде всего в Москву и стекались в ее центр. И растекались, естественно, по карманам. Что сегодня, что 70-80 лет назад. И всегда еще с советских времен существовал такой наеб, когда приезжаешь в Москву, Питер, видишь: вау, две столицы, офигеть, наверное, супер круто, да. Но на самом-то деле, если проедешь буквально 10-15 километров от Москвы, не от Арбата, где мы сейчас находимся, да, от Москвы, то ты увидишь, что Россия предстает в том виде, в котором писали классики: оборванная и так далее и тому подобное. Но если смотреть про социальное состояние, то, насколько я слышал, сегодня и сейчас Москва в лидере по заработкам, а, к примеру, в тех же самых областях, там, в той же самой Ивановской области, там, на 50-70% меньше люди зарабатывают, притом цены, в принципе, не отличаются абсолютно. Плюс еще мусор из Москвы рассортировывается по регионам, Архангельской и так далее и тому подобное. И поэтому есть свои проблемы, о которых вы прекрасно знаете и понимаете. Не буду о них тут долго говорить. Поэтому, друзья, ну, может быть, еще что-нибудь сниму в Москве, а может быть, не буду снимать. В общем, посмотрим. Ну, во всяком случае, будьте подписаны на канал. И пока.